Уже 3 месяца покупки на рынке для Марии обходятся в сущие копейки. Мне 200 граммов сыра. Вот тебе килограмм. Мне несколько томатов. Бери еще пару огурцов в подарок. Если в других странах вас могут запросто обвесить, то здесь наоборот накинут сверху. А секрет прост. Для этого необходимо просто забеременеть. Добро пожаловать на Крит. Это жизнь других. Кого-то Крит привлекает вкусной кухней, кого-то теплым морем, а кого-то многовековой историей. Но на самом деле жемчужина этого острова – это местные жители. О том, как они живут, с какими сложностями сталкиваются и что происходит в их жизнях, вы сегодня все увидите своими глазами. Крит – самый большой остров Греции и 5-й по величине остров в Средиземном море. Крит славится отличным климатом, теплым морем, невероятной кухней и, конечно же, местными жителями, которых здесь примерно 630 тысяч человек. И если бы я была одной из них, то, возможно, как и семья Михалиса и Вилудо, жила в небольшой деревне в горах. Мой муж ходил бы с друзьями в кофейню, чтобы обсудить последние новости, а я бы тем временем готовила местные деликатесы для всей семьи. А возможно, я бы, как Мария Стефанаки, была бы в положении и, приходя на рынок, покупала бы огромную сумку с продуктами, а еще 2 мне бы давали в подарок. Но, скорее всего, я бы, как Зои и Миранос, жила в столице Крита, в Ираклионе, в своей большой красивой квартире. Но на выходные уезжала бы со своей семьей в домик на берегу Средиземного моря. Но в какой бы части острова я ни родилась, роды в государственной клинике для моих родителей были бы абсолютно бесплатные. Частные роддома выбирают в основном очень обеспеченные критяне. Ведь, по большому счету, государственные роддома ничем не хуже. А иногда в особо сложных случаях некоторых роженец везут из частных в муниципальные клиники, так как именно там есть все необходимое оборудование. До пандемии в палатах негде было яблоку упасть, ведь каждый житель Крита считает своим долгом прийти и поздравить родственницу с появлением ребенка на свет. Еще год назад коридоры в больницах напоминали цветочный магазин, а посетители сидели в палатах у роженец до часу ночи. Сейчас это строго-настрого запрещено. И мы надеемся, что в будущем эта тишина и спокойствие сохранятся в наших отделениях. Но есть еще одна проблема, с которой активно пытаются бороться местные врачи. Мы очень просим наших пациенток не переедать и не набирать десятки лишних килограммов. Ведь из-за того, что многие наши женщины обладательницы пышных форм, набрав лишний вес во время беременности, они рискуют получить сахарный диабет. И в последнее время это просто массовая проблема. Но мало того, что, будучи в положении, ты съедаешь все, что встречается на твоем пути, и еще просишь у мужа чего-нибудь этакого в 3 часа ночи, так еще и добрые продавцы на местных рынках дают тебе еды намного больше, чем ты хочешь купить. Жители Крита добрые люди, поэтому всегда дают лишнюю апельсинку или лишних 200 граммов сыра. Но если они видят женщину с животом, то могут и лишний килограмм в подарок дать. Я лично пошла с Марией на рынок и собственными глазами увидела, как продавцы не скупятся на подарки. Ой, так слушай, с тобой, знаешь, выгодно ходить на рынок. Пошел, знаешь, тебе дали еще и, знаешь, подружки дали. Все, а в супермаркете дают тебе какие-то скидки, нет? Беременных одаривают везде. Можно рожать и рожать, понимаешь? У тебя будут всю жизнь скидки и скидки. Так, давай покупаем апельсины.
хватит тебя? Нет, еще. Ой, Вот тебе еще. еще. Спасибо большое. Это красота. И еще мандарины возьми. Спасибо вам большое. Это, знаешь, подружкам, соседкам, собачкам. Счастливых родов. Спасибо, спасибо. Ты приходишь, в общем, купить, знаешь, 3 апельсинки, а уходишь с 3 килограммами. И стоило нам только уйти, как продавец начал за нами бежать. Это тебе, красавица. От всего сердца. Испугалась, слушай, ну я не беременная, знаешь, но видишь, как с тобой выгодно ходить, я хочу сказать. Идем, я еще, знаешь, что видела? Где-то там клубника. Ко всем беременным женщинам на Крите относятся по-особенному. Могут запросто подойти и поздравить и погладить живот. Это не очень приятно, когда незнакомец трогает твой живот, но такие у нас традиции. Ну ты мне скажи, то есть всех вот беременных здесь, на Крите, прямо вот, мне сказали, боготворят практически, да? Нас считают чуть ли не святыми, ведь в нас зарождается новая жизнь. Мне кажется, что даже если беременная женщина ограбит банк, ее все дружно погладят по животу, улыбнутся, простят и отпустят. Но стоит ей назвать ребенка так, как она захочет, и на нее может обозлиться вся семья. Если бы я родилась на Крите, то меня бы Жанной не назвали. Я была бы или Ириной, или Галиной, или Сарой, или Дорой. Иначе на моих родителей бы все обиделись, родственники, понимаете? Ну, кстати, Сара хорошее имя. Сейчас позвоню маме, узнаю, чем меня так не назвали. У нас в семье 3 дочери. Старшую назвали в честь моей мамы, среднюю в честь свекрови, а вот младшенькую назвали Стефанией в честь свекра Стефана. Мы так делаем в знак благодарности своим родителям, которые вложили в нас всю свою душу. Получается, что на Крите над именем ребенка можно особо не задумываться. Все и так давно решено. Можно, конечно, назвать ребенка и другим именем, но тогда есть все шансы навсегда перестать общаться со своей семьей. После родов мамы проводят в декрете до 6 месяцев, и потом им надо возвращаться на работу. Благо, что в ясли можно отдать ребенка с 4 месяцев. Государственные сады на Крите бесплатные, но работают они с 8:30 и максимум до 3. Частные более удобные для работающих родителей, ведь с 7 часов утра и до 5 вечера ребенок может быть под присмотром. Но это удовольствие будет стоить 250-350 евро в месяц. По большому счету, дети могут оставаться дома с бабушками и дедушками, либо же с нянями. Но с 4 и до 6 лет каждый житель Крита обязан пойти в садик, чтобы подготовиться к школе. Я помню, в детском саду у меня на обед было 1-е, 2-е, компот. Я уж молчу про полдник. А здесь, на Крите, даже никто не поймет, о чем я говорю. Потому что если мама не приготовит ребенку еду в садик или в школу, он будет голодный. Он будет голодный. Что было бы с моей бабушкой, если бы она узнала, что я голодная? Так как последние 2 года в садах детей не кормят, родители сами готовят еду на целый день. Каждое утро Анжелики начинается не с кофе, а с плиты. Ведь ей надо приготовить еду для дочери в садик и для сыновей в школу. Слушай, ну это какая-то вообще очень сложная схема и система. То есть вот мамы возмущаются или для вас вот на Крите это нормально? Это очень сложно, но мы уже привыкли. К тому же я всегда спокойна за качество той еды, которую едят мои дети в течение дня. На самом деле, каждая жительница Крита с большим удовольствием готовит еду для своего ребенка и в сад, и в школу. Ведь ничто не может сравниться со вкусной маминой домашней едой. То есть ты должна ходить каждый день в маркет, покупать разнообразную еду, продукты, правильно? Я составляю меню на 2 недели, поэтому закупаю продукты раз в 10-15 дней. Слушай, ну ты меня извини, а то, что у тебя сын уже взрослый, он же может сам себе готовить или нет? Или дети все равно, пока в школе, они дети, и за ними надо ухаживать? Мне проще это сделать самой, ведь он потратит на это 1,5 часа и опоздает в школу, а я за 20 минут все соберу и буду спокойна. О, да, я понимаю, эти подростки, знаешь, если им ничего не дашь, так они будут пить только одну газировку и бургер какой-то есть. Итак,
Обеды готовы. Сейчас я вам покажу, что же едят критские дети в детских садах. Итак, в садик полотенце. Ну, я покажу сейчас, да, правильно, чтобы все запомнили. Тост, пока еще горячий, потом уже будет холодный. Паста. А, нет, это клубника, уже помытая. Сейчас, значит, шоколадные печенья. Просто крекер. Ложечка. Так, и что тут? Ну и тут еще паста, которую разогреют потом в школе. Вот так вот ребенок идет в школу. Дети, давайте, все, опаздываем уже. Собираемся. Вот это я с ума сошла так вот каждый день собирать. А так как в школе дети проводят меньше времени, то для сыновей Анжелика собирает чуть меньше еды, чем для дочери в садик. Все, ну и у тебя, прости, малыш, один тост. Несчастный. Тост, а что, мама яблочко тебе положила, тоже молоко и печенье. Я не знаю, как ты выживешь, короче говоря, за целый день ребенок без горячего. Так, все, дети, шагом марш. Ох, вы не мои дети, ох бы вы тут у меня быстро бы все научились сами делать. Ну все, идемте все в школу, идемте, все. Давай, ой, молодец. Слушай, вот эта девочка, вот это я понимаю, взяла свой портфель, а мальчик нормально идет. Если бы я родилась на Крите, то, как и все местные дети, в 6 лет я бы пошла в школу. Все государственные школы на Крите бесплатные, поэтому на протяжении 12 лет родители ни за что не платят. По утрам во всей Греции школьники обычно читают молитву, чтобы настроиться на учебный день, а также изучают религиоведение. Исключением разве что являются частные школы. Религию в наших школах заменили на этику, а молитву все читают разве что по собственному желанию. Также мы не изучаем древнегреческий язык, как дети в госшколах. А еще у нас мало домашки, так как мы стараемся все сделать во время урока. Пока одним детям мамы готовят горячий обед и после занятий помогают с домашним заданием, другие дети даже не знают, что такое родительская любовь. При нашем монастыре мы много лет назад открыли приют. Родители, у которых нет финансовой возможности вырастить своего ребенка, приводят его к нам и просят присмотреть за ним до лучших времен. Но, к сожалению, мало кто забирает детей обратно. Приют небольшой. Он вмещает в себя 30 детей, которые здесь питаются, живут, проводят время и ходят в школу по соседству. Вот эта комната, в которой спят девочки. Тут причем находятся девочки и 2, 3, 5 лет, и 10. Они все живут в одной комнате. Таких 5 комнат по 6 человек и 1 санузел прямо по коридору. И вот они вот тут вот играют, тут спят. Ой, как-то так сердце почему-то болит. Маркела – одна из монахинь, которая успела стать второй мамой для более чем 1000 девочек, которые были в приюте за последние 50 лет. Где дети сейчас? Они в школе? Из-за пандемии монастырь не работает, и на содержание наших детей не хватает денег. Поэтому родственники наших деток согласились взять их на этот период к себе. А после того, как закончится карантин, их вернут, детей, сюда, правильно? Все вернутся, ведь рядом их школа. Но дети часто гостят у родственников летом, когда у них каникулы. Несмотря на то, что у многих детей есть родные, их могут усыновить. Но в последний раз у нас усыновили девочку 3 года назад. Дети здесь хорошо себя чувствуют, ведь мы их стараемся окружить любовью и заботой. Чтобы усыновить ребенка, надо подготовить огромное количество документов и соответствовать ряду требований. Как минимум, вам должно быть от 30 до 60 лет. У вас должна быть постоянная работа и жилье, в котором ребенку было бы комфортно. А убирают дети или тут есть уборщица, которая убирает? Здесь убирают монахини. У детей не так много свободного времени. Им надо учиться и надо отдыхать. У нас даже есть площадка для них. Серьезно? А я свою дочку заставляю убирать, и посуду за собой убирать, и постели застилать. То есть я, получается, злая мать. Да? То есть, чему-то детей учат, я не знаю, вот по хозяйству, кроме того, что надо учиться в школе, безусловно. Дети могут разве что накрыть на стол и убрать после себя. Мы не эксплуатируем их, а просто учим жизни. А как вы наказываете девочек, если вдруг они
провинятся или что-то сделают плохо, вообще вы наказываете их или нет? Мы можем просто сесть и поговорить с ребенком. Этих детей и так жизнь наказала. Поэтому, если мы и хотим их пожурить, то только любя. Мария – единственная из 30 детей, кто остался в приюте на время карантина. Сейчас все школы на Крите закрыты, поэтому она слушает уроки онлайн, сидя в столовой. И пока у нее перемена, так сказать, я решила немного с ней поговорить. А скажи мне, почему ты тут одна сидишь, а где все остальные дети? Все уехали к своим родственникам. А ты почему не пошла? Мне, к сожалению, не к кому ехать. А ты со скольки лет живешь в этом монастыре? Меня отдали сюда, когда мне было 2. Потом вновь отдали, когда было уже 6. И вот уже 10 лет я постоянно нахожусь здесь. У Марии непростая история с семьей, как и у многих детей, которые живут у нас. Мы не вспоминаем лишний раз их прошлое, чтобы не травмировать детей, ведь они попадают сюда не от лучшей жизни. В монастыре девочек с 12 лет учат вышиванию, домохозяйству, также кулинарии их учат готовить. Видите, это кастрюльки везде. Вот оно, счастье женское, понимаешь? А что, я бы тоже поучилась здесь. У каждого своя комфорочка, каждый стоит. Извините, господи, уходим. Пусть дети учатся, господи, я безрукая, капец. Но это еще далеко не все, что есть в монастыре. На территории монастыря находится не только детский дом, но и дом престарелых. Вот тут находится 48 человек, за которым ухаживает медицинский персонал, монашки. И вот тут так тихо, красиво, птички поют. К старичкам наши дети приходят для того, чтобы пообщаться, поиграть или спеть для них песню на праздник. Никакой работой мы их не нагружаем. Самое важное, чтобы они хорошо учились, поступили в университеты и смогли в будущем устроить свою судьбу. Практически все воспитанники приюта получают высшее образование, ведь учеба в государственных университетах абсолютно бесплатна. В прошлом году из 90 тысяч выпускников школ 80 тысяч были зачислены в университеты. Вот правда, чтобы поступить в университет, надо набрать высокий балл на едином экзамене. Я поступала в медицинский и смогла это сделать лишь на 2-й год. Если не заниматься индивидуально с преподавателями, школьных занятий будет недостаточно. Один дополнительный урок стоит около 15 евро. После окончания университета многие переживают, найдут ли они работу. А медики и учителя на Крите не переживают, потому что они точно знают, что они найдут работу по специальности. А точнее, работа найдет их сама. Ведь за бесплатное обучение все равно придется платить, пусть и не деньгами. После окончания вуза будущие врачи должны год отработать в сельской местности. А преподаватели могут и вовсе отправить абсолютно в любой уголок Греции. И если они откажутся, то потеряют баллы и вряд ли найдут себе хорошую работу. Меня не пугает такая перспектива. Я морально к этому готова. Во-первых, такая работа – это отличный опыт. А во-вторых, за это все равно будут платить. Так что чего мне расстраиваться? Если вы собрались на Крит и хотите отдохнуть с комфортом, советую вам остановиться в отеле «Астория Капсис». Он расположен в историческом центре города Ираклиона. Уютные номера и заботливый персонал сделают вашу поездку незабываемой. А узнать все достопримечательности острова вам поможет бутик турагентства «105 оливок». Будущие учителя начнут свою карьеру с зарплаты в 1000 евро. А зарплата врачей вместе со стажем может вырасти от 900 евро до 2500. Но есть человек, который без высшего образования зарабатывает больше всех их вместе взятых. И пусть на первый взгляд и не скажешь, что бизнес в Анкелесе приносит ему в месяц кругленькую сумму, но это чистая правда. Вот правда, для такого результата приходится попотеть. Сегодня я уже несколько раз выходил в горы, чтобы пасти овец. Как это несколько раз? Сейчас только всего лишь обед. Во сколько начинается ваш день? В 7 утра я уже обычно в горах и возвращаюсь чаще всего к вечеру.
Просто сегодня день моего имени, и я вернулся пораньше, чтобы отпраздновать. Так я вас поздравляю! Это правда, что День имени здесь празднуют больше и помпезнее, чем день рождения? Это чистая правда. Сегодня вся семья приехала ко мне. Когда Вангелису было 15 лет, родители начали понемногу передавать ему свой бизнес. И вот уже 60 лет он каждый день пасет овец. А сколько вы пасете баранов или козлов? Кого вы пасете? У меня 3000 овец. 3000 кого? 3000 овец, говорю. Не кричите на меня, подождите, я же с ума сошла, но не настолько. 3000, и вы один? Нет, мне помогают дети. У нас 10 гектаров земли, на которых мы их пасем. То есть, а вы их как? Утром выводите и считаете, а вечером приводите обратно и пересчитываете или нет? Мы пересчитываем их каждые 15 дней. А вообще сейчас много воруют баранов? Сейчас уже нет. Но если одного и украдут, то бог с ним. Пусть кто-то вдоволь наестся мяса. И пусть все выглядит очень местечково и просто, Вангелис не просто пастух, а владелец целой империи. Несколько домов, большие участки земли, производство сыра и мяса. Чтобы все успеть, ему помогают не только дети, но и внуки, которые еще и школу не успели закончить. Сколько тебе лет? 17. А тебе? 15. И вы ходите все время и помогаете дедушке пасти баранов, правильно? Да, Да, Хорошо, а в школу вы ходите? да. да. А когда ты ходишь в школу, если ты с баранами целый день? Школа у нас утром, а после обеда пасем овец. А домашнее задание когда ты делаешь? Перед сном делаю. О, Господи, ну а как ты, девочка, ты хочешь быть пастухом потом? Или ты просто ходишь и помогаешь дедушке? Мой дед пример во всем для меня. Я хочу быть как он. Я скажу тебе честно, первый раз в жизни вижу девушку-пастуха. Это просто какая-то уникальная практически вот стоит девушка. Никогда в жизни не видела, понимаешь? Но я знаю, что пастухи – это вообще очень обеспеченные люди. То есть, ну вот правильно? Я же не обманывала. Вот скажите, это так? Мы богаты землями, но денег под матрасом или в чулане у меня нет. Все уходит на корм для животных. Конечно, прокормить 3000 баранов, это же сколько надо денег. О, мама дорогая, понимаешь, я кормлю 4 и еле-еле, а тут 3000. Еще одна гордость для Вангелиса – это его сыр, молва о котором разлетелась далеко за пределы Крита и Греции. Вот, мне только что угостили меня свежим сыром. Еще, видите, пар идет. Самое интересное, что я сейчас его попробую, а все остальное, ну, у вас же не только одна тарелочка, да, сразу прямиком летит в Америку на президентский стол. Да, они любят этот сыр, да? Правильно? Ой, ну хорошо, я отведаю. Вкусно. Коло? Ты что, боже, какой вкусный. Выключай. Несмотря на то, что жители деревень в горах достаточно миролюбивы на первый взгляд, понятие «вендетта», она же «кровная месть», для них не пустое слово. Вы должны понимать, что каждый житель Крита до последнего вздоха будет защищать то, во что он верит. И если его оскорбить, то он лучше потеряет жизнь, чем свою честь и гордость. Чаще всего это происходит так. Сотни и сотни лет назад кто-то не поделил земли. Либо же кто-то кого-то ограбил или подставил. И эта вражда и ненависть продолжается и в наши дни между их потомками, которые вроде бы ничего дурного друг другу не делали, но они отстаивают светлое имя своего рода. На днях слышал, как в соседней деревне один старик пристрелил другого. Вмешалась полиция, виновного в убийстве арестовали. Но, думаю, это не конец истории, ведь у них остались сыновья, которые либо поубивают друг друга, либо остановят это раз и навсегда. Вот это страсти похлеще любого остросюжетного боевика. Но несмотря на то, что семья Михалиса и Велудо живет в одной из таких деревень, у них в доме все тихо и спокойно. Ну вот это типичный критский дом. Так, как нажать?
Калимера! Привет, привет. Пришли к вам. Проходите, гости дорогие. Ой, у вас тут столько фотографий сразу, да? Ой, сколько народу. Ой! Так. Ой, и сразу тепло. Пока дети с папой меня встречали, хозяйка дома была вовсю занята приготовлением обеда. Сейчас будет готов обед, так что скоро приглашу вас к столу. Мама, как всегда, в своем царстве на кухне, да? А что это вы готовите на обед сегодня? Сегодня у нас улитки, приготовленные 2 разными способами. То есть это ваш типичный обед, такой улитки несколькими способами? Конечно, этим рецептом уже несколько сотен лет. У меня лучшая в мире жена. Мое сердце, моя душа. Так сказать, любовь-морковь только что произошла, да? Это он все время... Сколько лет вы уже женаты? Мы уже 13 лет в браке. 13 лет женаты, он приходит тебе тёмки-бумки? Конечно, если не будет поцелуев и ласки, то и на столе не будет горячей и вкусной еды. Так, ну ладно, тогда я не буду вас отвлекать от обеда, как вы идите, целуйтесь и готовьте, а мне ваши дети пускай покажут дом. Мне ж интересно, как вы тут живете, окей? Площадь дома 150 метров, и на коммуналку ежемесячно уходит около 150 евро. Если коммуналка в городе и деревне почти не отличаются, стоимость квадратного метра разнится в 2 раза. Метр дома в Ираклионе, например, будет стоить 2,5–3 тысячи евро, а вот в деревне он обойдется примерно в 1000. Дом у нас просторный, поэтому каждому хватает своего личного пространства. Дети, это к вам... Это вы так поднимаетесь к себе в комнату? Мама дорогая, тут можно шею свернуть. Ага. Вот это твоя комната, да? Тут живут сестра с братом. Ага, а тут бардак. У нас каждый убирает сам свою комнату, а они сегодня не хотели ее убирать. А, то есть какие молодцы. Каждый отвечает за свою комнату. Ну так, идем смотрим, что дальше у нас тут. Так, слушай, а вот это уже чья комната? Твоя? Это моя комната. Так, вот, понимаешь, вот сразу видно, что взрослый человек, правильно? То есть те вдвоем маленькая ютятся, а это одна большая, ну ты как принцесса. Ну, вас родители хоть за что-то могут наказать? Мы ведем себя хорошо, но если провинимся, то у нас могут забрать ноутбук на месяц. О, это очень серьезное наказание на месяц лишиться ноутбука. Конечно, ведите себя прилично. Так, ну хорошо, с вами все понятно. Идемте, может, мама уже улитки приготовила. Пойдем посмотрим. Вы едите улитки, кстати, любите? Не любите? Я тоже так не любила. Думаю, как это мама может вам делать улитки? Да, но я люблю, поэтому я попробую. Идем. Обед, конечно, вкусный, но пора двигаться дальше. Но двигаться на Крите без своего собственного транспорта задача непростая. Но и с ним бывает не легче. Жители Крита водят по своим собственным правилам. Они перестали гонять в последние годы, но паркуются они по-прежнему отвратительно. Все паркуются, где им только вздумается. Я пытаюсь соблюдать правила, но когда все в округе их нарушают, то в редких случаях вынужден нарушать и я. Даже штраф за неправильную парковку никого не останавливает. Нарушителю придется заплатить от 40 до 200 евро. И вообще, за любое нарушение у каждого водителя снимают баллы. И если часто пренебрегать ПДД, то можешь остаться без прав. Есть еще одна вещь, связанная с транспортом, которая очень меня удивила. Говорят, что размер имеет значение, и владельцы автобусов на Крите с этим абсолютно согласны, потому что чем длиннее автобус, тем дороже лицензия. Ничего не поняли? Секундочку, сейчас все объясню. Городские автобусы принадлежат местным предпринимателям. Но для того, чтобы легально запустить свой маршрут, необходимо купить лицензию, которую продают, внимание, по сантиметрам. На подобные лицензии скидываются по несколько человек. Ведь она стоит баснословных денег. Поэтому за 5-метровый автобус набегает кругленькая сумма. Но так как бизнес оказался очень прибыльным и спрос на лицензии вырос, сейчас их не выдают. Поэтому некоторые хитрые владельцы перепродают сантиметры
и своих лицензий втридорого. Многие жители Крита имеют дома как в горах, так и на море. Ну, если в горах им нужен будет баран и пикап, обязательно, то живя на море, конечно, нужно будет купить яхту, ну или, в крайнем случае, лодку. Георгис купил себе небольшую 9-метровую яхту, на которой и сам выходит в море и катает туристов. И, должна сказать, неплохо на этом зарабатывает. Ведь в горячий сезон бронь на морскую прогулку расписана на 5 месяцев вперед. Яхта вмещает максимум 10 человек, поэтому за один выход в море Георгис зарабатывает 1500 евро. Ты мне скажи, каждый житель Крита, ну, не знаю, то есть, или многие могут себе позволить купить такую яхту? Думаю, сейчас немногие могут себе позволить. Моя яхта стоит 500 000 евро. Ну, это же, наверное, очень дорогое удовольствие содержать ее, правильно? Надо платить за стоянку, я не знаю, за ремонт. За что тут еще надо платить? На это я трачу 30% своего заработка, а это от 8 до 10 тысяч евро в месяц. А ты когда-нибудь выходил на этой лодке в море, вдруг что-то, шторм или что-то у тебя случалось когда-нибудь? Когда я перегонял свою яхту с другого острова, то попал в 7-бальный шторм. Это были незабываемые ощущения. Ой, ну ты молодец, справился. На яхте Георгису всегда помогает 2 человека. Это его помощник и жена, которая встречает гостей типичным критским обедом. И вот классический обед на Крите. Ничего особенного в принципе. Осьминог на гриле. Ну что, господи, что, каждый день вы не едите осьминога на гриле? Прекрасно. Свежий салат греческий. Я прям вижу оливки, перцы, огурцы. Ой, как это все. И оливковое масло, фета. Кальмары, гриль. Рыба дорадо, тоже гриль, да, наверное, жареная. Гвакамоле из местного авокадо. Ну, что тут непонятно. Каракатица с помидорами ждет в сковородке. Мой оператор чуть носом не залез в сковородку, и я его понимаю. Но поставлю подальше. А вот это что-то такое... Непонятно, что это такого цвета. Чечевица, суп из чечевицы. Выглядит, ну, честно скажу, так себе. Но говорят, очень полезно и вкусно. Ой, тяжело как. Я ела и не могла остановиться. Чувствую, опять буду читать комментарии о том, что я на 8-м месяце беременности. Но, родись я на Крите, никто бы даже не подумал мне такое написать. Часто люди мучают себя диетами для того, чтобы соответствовать чужим идеалам красоты. Жители Крита абсолютно про это не думают и принимают себя такими, какие они есть. Ой, ну прям как я. Сколько себя помню, никогда не видела, чтобы парней или девушек кто-то унижал из-за лишнего веса. Сейчас, правда, девчонки хотят быть похожими на инстадив, но по большому счету всем плевать, есть у тебя бока и целлюлит или их нет. В женщине и в мужчине должна быть гармония во всем. И в весе, и во внешнем виде, и в поступках, и в том, что находится в голове. Всего должно быть в меру. Интересно, что об этом думают мужчины. Не буду врать, греки любят женщин с красивыми формами, чтобы было, так сказать, за что подержаться. Но красота и притягательность женщины в ее харизме и уверенности в себе. И самое главное, девчонки, никогда не забывайте то, что... Каждая из нас красотка, королева, богиня. Если мы сами будем себя любить и принимать такими, какие мы есть, то только тогда нас будут любить и уважать другие. Каждая жительница Крита чувствует себя королевой не просто так. Ведь каждый папа растит свою дочь, внушая ей, что краше, умнее и интереснее и лучше нее нет больше никого. И Миронос может дать целый мастер-класс на эту тему, ведь он отец 3 дочерей. У меня сразу вопрос к папе. Как вам живется среди 4 женщин? И сразу смех в зале. Трудно ответить. Мне ведь еще жить с ними. Тут надо быть дипломатом.
Я, в принципе, так, конечно, и поняла. Это правда, что в семьях на Крите, когда рождаются девочки именно, их воспитывают, я не знаю, как принцесс. То есть им все время говорят, что они самые лучшие, самые красивые, ничего им не разрешают делать, никогда их не наказывают. Это правда? С давних времен к женщинам принято относиться с уважением. Но несмотря на то, что греческие папы боготворят своих дочерей, каждый мечтает о сыне и о продолжении рода. Я смотрю, так папа погрустнел, так сказать. То есть нужен еще мальчик. Кто-то может сказать, что мужчины главные в семье, но не стоит забывать, что даже на финальное решение мужа очень сильно влияет его жена. Девочки, а скажите, вас родители за что-нибудь наказывают вообще? Я не знаю, там, за плохую оценку, за то, что там вы там сделали что-то не то? Нас никогда не наказывают без причины. И если мы поступаем неправильно, то сами это прекрасно понимаем. В качестве наказания нам могут что-то не купить или куда-то не отпустить. Все девочки на Крите папины дочки. Папа не только сильно опекает нас в детстве, но и заботится на протяжении всей жизни. Это правда, что когда вот девочки выходят замуж, что муж приходит в вашу семью? Не девочка идет жить в его семью, а именно он будет жить у вас, и вы должны обеспечить новую семью жилплощадью или там построить второй этаж, или купить отдельную квартиру. Это правда? Каждый отец хочет, чтобы у его дочери всегда была подстраховка. У нее должен быть свой дом, чтобы она не зависела от мужа. Поэтому все, о чем ты говоришь, чистая правда. Когда сын или дочь приводит к родителям свою пассию, что происходит дальше? Надо ли разрешение родителей и одобрение их? Все зависит от того, где ты живешь. В деревнях родители активно принимают участие в выборе пассии. Городские жители более демократичны. Пусть наши девочки любят кого хотят. Могут вообще замуж не выходить. Ради бога. Ой, девчонки, в общем, можете не выходить замуж, я вам честно скажу. Дома так хорошо, мама с папой рядом. Все прекрасно, своя комната есть. Что вам еще надо? Так же сильно, как и семью и детей, все греки любят сиесту. Один мой знакомый в своей визитке написал, что с 3 до 6 мне не звонить, потому что я сплю. И в этом, на самом деле, нет ничего удивительного, потому что в это время ни один житель Крита не возьмет трубку и не будет решать рабочие вопросы. Сиеста, господа. Я, как директор, не могу себе позволить сиесту, но каждая воспитательница в обед может часик отдохнуть и подремать. Год выдался непростой, и я стараюсь работать постоянно. Но когда моя жена приходит ко мне на подмену, я несколько часов могу поспать. Все дела лучше решать с утра, потому что в обед многие устраивают себе сиесту, и она запросто может затянуться часа на 4. Местные жители не только вдоволь отдыхают, но и очень необычно решают различные житейские вопросы. Где у нас решаются серьезные дела? В офисах, в крайнем случае дома. Собираются и решают, подписывают документы. А на Крите любой серьезный вопрос, и все сразу бегут в кофейню. Когда мне надо было найти жилье, я отправился прямиком в кофейню. И уже через час ключи были в моем кармане. Раньше, кроме церкви и кофеен, больше некуда было выйти. Поэтому это любимое место всех жителей Крита. Если в будние дни у нас выпивают до 80 чашек кофе, то по воскресеньям после службы у нас в легкую улетает 200 чашек. Одна чашка, кстати, стоит 1,5 евро. Несмотря на то, что в кофейнях проводят свое время все от мала до велика, за столиками чаще можно встретить мужчин в полном расцвете сил. Кофейня – это местная газета. Тут можно узнать любую информацию. То есть вот сейчас 10 утра, вы уже сидите с бутылочкой, закусочкой. У вас так каждое утро проходит? Так только по выходным. У нас не такая большая пенсия, чтобы часто тут сидеть. То есть просто на выплаты жить на Крите невозможно на пенсии? Надо жить или скромно, или подрабатывать. Пенсия на Крите наступает в 65 для женщин и в 67 для мужчин.
Минимальные выплаты составляют 490 евро, но в среднем пенсионеры получают от 800 до 1000 евро. Почему вот в кофейнях у вас сидят в основном мужчины? Женщина, я так понимаю, это хозяйка, да? А женщины не приходят в кафе сидеть. Женщины по домам. Они защищают дом днем, а мы защищаем их ночью. То есть у вас женщины-защитницы, вот это да! Вот это место для настоящих сильных женщин. К сожалению, из-за того, что женщины оказываются сильнее мужчин, случаются недопонимания и разводы. Разводы на Крите бывают, но это как снег летом, это аномалия. В деревнях с разведенными женщинами раньше запрещали общаться. Они становились изгоями и больше не могли выйти замуж. И несмотря на то, что время идет, на разведенных все равно смотрят с осуждением. И моя новая знакомая Анастасия знает об этом не понаслышке. А вы сколько лет назад развелись? Мы уже 10 лет в разводе. И хоть мы не живем вместе, мы остались друзьями. Вы, наверное, редкая пара и редкий человек, все-таки, которые развелись. И от вас не отвернулись друзья какие-то, родственники? Все очень удивились. Нас никто не понял и никто не поддержал. Все видели только идеальную картинку со стороны. А мы же постоянно ругались из-за долгов по кредитам, которые набрали до кризиса. Мы помогали нашим детям, друзьям. А когда все рухнуло, мы остались у разбитого корыта. Дети заявили, что не просили о помощи, а друзья попросту отвернулись. Кризис для всех греков оказался большим ударом. Кто-то потерял огромные суммы денег, кто-то закрыл бизнес и остался с долгами. Но самое ужасное, что кризис разрушил и семьи. И на сегодняшний день, как вы с ним дружите? Вы с ним встречаетесь, и ходите в гости друг к другу, я не знаю, праздники отмечаете вместе или как? После развода мы не искали никого другого, поэтому до сих пор заботимся друг о друге. На праздники я обычно наготовлю еду и иду к нему. Он мой единственный мужчина и самый близкий и родной для меня человек. Ну, уже столько лет прошло, уже, в принципе, и можно было решить все вопросы. Вы бы могли сейчас опять съехаться, опять жить вместе. Сложный вопрос. Мы уже привыкли жить раздельно. И в быту мы друг другу не нужны. А вот когда на душе одиноко и кошки скребут, мы всегда можем увидеться и провести время вместе. Анастасия живет одна в своем доме. Дети живут с ней на одной улице и периодически приходят в гости. Проработав всю жизнь в больнице, сейчас она получает пенсию 800 евро, из которых почти половину до сих пор отдает на погашение долгов. А если бы вы могли вернуться назад, что бы вы изменили в своей жизни? Просыпаясь по утрам, я часто думаю над тем, не поспешила ли я с замужеством. Мы с мужем влюбились и поженились совсем молодыми. Мы даже не догадывались, какая ответственность свалится на наши плечи. Возможно, мне стоило выбрать более взрослого и ответственного мужчину, который был бы моей опорой. Но я уже никогда не узнаю, как было бы лучше. Сегодня, вот сейчас, уже находясь на пенсии, уже взрослые дети, внуки, муж, которому можно приходить готовить и стирать, у которого есть собака. Вы считаете себя счастливым человеком или вам все-таки не хватает чего-то? Да, я счастливый человек. Несмотря на трудности, мой жизненный путь был интересным, и я успела сделать все для себя и для своих детей и внуков. И когда меня не станет, мне бы очень хотелось, чтобы они навещали мою могилку и вспоминали меня всегда с улыбкой на лице. Иногда нам приходится принимать очень непростые решения, чтобы стать лучше. Иногда необходимо отпустить самого дорогого и любимого человека, чтобы, наконец, стать счастливым. А иногда надо наплевать на то, что скажут люди, и выбрать свой путь, и начать жить своей полноценной жизнью.
Настоящий житель Крита любит вкусно покушать и не боится лишнего веса. Он запросто может устроить себе сиесту на несколько часов, даже если на работе полный завал. Своих детей он назовет в честь родителей и никак иначе. А важные дела он решит в кофейне за чашечкой кофе. Но самое главное, он будет больше всего любить свой родной Крит, ведь здесь... Вкусная еда, самый гостеприимный народ, Невероятная природа, в почете семейные ценности. море и горы. Люди с добрым сердцем. Здесь умеют наслаждаться жизнью. Каждый любит свою родную землю. Какой прекрасной ни была бы наша жизнь, нам всегда будет чего-то не хватать. Возможно, пора перестать думать о плохом, отпустить все и, глядя на жизнь других, научиться радоваться мелочам.